Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. В нашем привычном восприятии мир состоит из 3 пространственных измерений и одного временного. Однако что, если существует больше временных измерений, которые мы просто не можем осознать? Эта концепция многомерного времени вызывает не только восхищение, но и множество вопросов, на которые человечество ищет ответы. С каждым шагом в исследовании природы времени открываются новые горизонты, которые бросают вызов нашему пониманию реальности. Трудности в восприятии многомерного времени коренятся в укоренившемся убеждении о линейности времени от прошлого через настоящее к будущему. Эта привычка ограничивает наше понимание времени как многогранной структуры. Каждый из нас с детства подвергается воздействию временных концепций, которые внедряются через различные культурные, социальные и образовательные среды. Научные исследования показывают, что в основе времени лежат не только одно, но и 2 измерения, где каждое из них способно справляться с такими аспектами, как причинность и последовательность событий. Необходимо понимать, что природа времени остается одной из самых обсуждаемых тем в научном сообществе. Важные философы, такие как Гегель и Хайдеггер, поднимали вопросы о времени во взаимосвязи с человеческим существованием. Модернизация взглядов на время, начиная с теории Ньютона о абсолютном времени, которая считается фундаментом классической механики, показывает, что с каждым годом возникают новые теории, меняющие наше восприятие. Научные эксперименты, как, например, опыты с часовыми механизмами в условиях различных гравитационных полей, поддерживают современные представления о времени. Время – это не просто линейная переменная. Это способность описывать состояние физической системы, основанная на различных интерпретациях. Научные исследования, такие как эксперименты по замедлению времени с помощью изучения частиц в ускорителях, показывают, что время действительно может искажаться, а его природа бывает более сложной, чем просто последовательность событий. Люди часто визуализируют время в форме прямой линии или календаря. Такие образы, как школьный дневник с отметками о выполненных заданиях, создают иллюзию временной последовательности. Мы считаем, что можем предсказать будущее, основываясь на временных данных, но не учитываем, что время может извиваться и изгибаться в зависимости от обстоятельств. Однако эти визуализации являются упрощениями сложных измерений. Воспринимая время как линейную последовательность, мы пренебрегаем множественностью путей, которыми может двигаться любое событие. При рассмотрении времени как двухмерного понятия возникает необходимость превратить привычную линейную структуру в плоскость. В этом контексте теряется смысл привычных понятий «до» и «после». Двухмерное время может представлять собой более сложную структуру, где события происходят одновременно на различных временных осях. Обдумывая эту концепцию, ученые начинают исследовать, как различия в восприятии времени могут повлиять на то, как мы воспринимаем реальность. Стрела времени, несмотря на ее относительное восприятие, остается интересной концепцией. Стрела времени – это концепция, согласно которой время движется от прошлого к будущему, и она обосновывается различными аспектами физических процессов и наблюдений. Она делится на термодинамическую, психологическую и космологическую, каждая из которых служит для объяснения, как и почему время движется в одну сторону, оставляя за собой следы событий. Термодинамическая стрела времени объясняет, почему крупные системы стремятся к состоянию максимальной энтропии, беспорядка. В психологической интерпретации мы, как существа с сознанием, воспринимаем события в хронологическом порядке, и это восприятие формирует наше взаимодействие с миром. Космологическая стрела времени, связанная с расширением Вселенной, также показывает, как наше понимание времени связано с процессами в масштабах Вселенной. Исторически пространство и время рассматривались как отдельные величины, пока Альберт Эйнштейн и Герман Минковский не сделали значительный шаг вперед. Они объединили эти 2 сущности в единое целое, предложив концепцию пространственно-временного континуума, где каждое событие описывается как точка в 4-мерном пространстве. Каждое движение во времени и пространстве представляет собой так называемую мировую линию.
которая на диаграммах пространства-времени показывает траекторию объекта. Это позволяет понять, как объект движется в условиях искривления пространства и времени. Упрощая визуализацию этих линий, ученые постигают сложные отношения между объектами и их перемещениями, рассматривая разные сценарии и разделяя их по измерениям. Хотя визуализировать мировые линии можно, это часто сводится к упрощению. При этом возникают сложности, так как даже в трехмерном пространстве возникает множество возможных мировых линий, пересекающихся и взаимодействующих. В реальном мире время становится полноценной координатой, необходимой для определения положения объекта в пространстве. Это вызывает необходимость в новых методах визуализации, которые могут более точно отражать все возможные исходы событий и их взаимосвязи. При попытке уменьшить количество измерений, традиционные представления времени теряют свою стройность. Каждое добавленное собственное измерение усложняет визуализацию и делает понятие времени более неуловимым. Эти сложности создают пробелы в понимании, которые требуют новых подходов и кристаллизуют необходимость в междисциплинарных исследованиях. Дискуссия о том, возможно ли существование дополнительных временных измерений, занимают умы ученых. Это приводит к рассмотрению гипотетических вселенных с двумя временными измерениями, что ставит под сомнение наши изначальные представления о причинности и вероятностях. Представление о многомерности времени вызывает не только научное, но и философское восхищение, так как оно открывает новые горизонты для обсуждения взаимодействий в человеческом сознании и в природе. Многомерное время создает сложности в понимании причинности и шансах, что немаловажно в принятии научных гипотез. Здесь Ицхак Барс выделяет призраки и причинность как главные аспекты, мешающие научному сообществу принять эти идеи. Как бы странно это ни звучало, но непривычность концепции многомерного времени вызывает растерянность и отторжение, что делает дальнейшие исследования в этой области крайне важными. Теория струн и ее производные обращаются к дополнительным измерениям, извлекая из математики возможности, которые ранее были недоступны. Исследование высоких измерений может привести к новому пониманию гравитации, времени и пространственных структур. Это поднимает обсуждение о возможных вселенных с разными законами физики, где время может функционировать по другим законам. Каждый из исследователей в этой области, начиная от Гервига и заканчивая Тегмарком, находит новые подходы к ведению исследований о временных взаимодействиях и возможной мультивселенной. Множество современных теорий ставят перед собой задачу объяснить космологическую постоянную, значение которой значительно больше измеренного. Возможные применения многомерного времени могли бы объяснить эту аномалию, которая является одной из самых сложных загадок в современной физике. Исходя из результатов, теории о множестве временных измерений могут предложить новые пути анализа существующих парадоксов. При добавлении второго временного измерения в уравнение Эйнштейна-Фридмана результаты становятся более сопоставимыми с наблюдаемыми данными. Однако это скорее точка зрения, чем доказательство существования многомерного времени. Вопросом остается, как фактически исследовать эти концепции, чтобы они стали приемлемыми для научного сообщества. Макс Тегмарк выдвинул теорию о существовании различных типов мультивселенных, включая вселенные с дополнительными временными измерениями. Он также исследовал, могут ли в таких высокоразмерных вселенных образовываться структуры, схожие с нашими. Исследования Тегмарка открывают двери к новым философским вопросам о существовании разума и его месте в структуре многомерного времени. Тегмарк пришел к выводу, что вселенные с размерностью отличной от 3+1, могут оказаться нестабильными, что делает жизнь невозможной. Эта перспектива ставит под сомнение общее понимание о том, как живые организмы зависят от звезд и планет, существующих в рамках наших привычных временных представлений. Ицхак Барс предложил идею шестимерной вселенной, где наши 4 измерения могут быть проекцией на более высокое измерение. Он проводит аналогии между высокоразмерными и низкоразмерными пространствами, указывая на возможность существования теней во времени и пространстве. Это открывает бесконечные горизонты для будущих исследований о том, как может выглядеть наше понимание реальности.
Изучение паттернов в нашей Вселенной может привести к обнаружению доказательств существования шестимерной Вселенной. Однако ограничения и перспективы теории Барса пока остаются предметом обсуждений и дальнейших исследований. Существует пространство и время, расширяющиеся во множестве направлений, которые мы пока не можем предугадать. Результаты данных исследований смогут перевернуть наше представление о силовых структурах Вселенной и роли сознания в ее понимании. Проблема многомерного времени – это не просто теорема или научный эксперимент. Это возможность глубже понять саму природу нашего существования, поиск ответов на вопросы о Вселенной и нашем месте в ней, возвращаясь к основам философских размышлений о времени и пространстве. Это приглашение исследовать неизвестные горизонты и пересмотреть наши представления о мире, в котором мы живем.